привет! Меня зовут Ксения, вы на моем канале Банитильда. Хочу сегодня предложить связать комбинезон. Сразу хочу сказать, идея комбинезона не моя. Мне в рекомендации в ютубе попалась зарубежная вязальщица, по-моему, турчанка, но это не столь важно. И она такие комбинезоны вяжет на деток. Когда я увидела, он мне безумно понравился, я решила, что у моих игрушек должен быть тоже такой комбинезон. Ну, особенно если учитывать, что у меня давно просили какой-то комбинезон полностью. Вяжется он крючком. Если кому-то хочется, чтобы такой же комбинезон был связан спицами, пишите в комментарии, я думаю, желающие будут. Что я еще хочу сказать по этому комбинезону? У всех игрушки разные, у кого-то они выше, у кого-то они ниже. Поэтому, когда вы будете вязать ножки и рукава, обязательно примеряйте на игрушку. Может быть, вам будет меньше нужно связать рядов, может быть, больше. По поводу капюшона, видите, он получился такой достаточно свободный, как я и хотела. Но мне кажется, я вот здесь сверху немножко переборщила на один ряд. Здесь я связала 6 рядов, свяжите 5, наверное. Ну, если вы хотите, чтобы он здесь был поменьше. Вязала я его из пряжи Ернард Джинс. Мне хватило по одному мотку и зеленой, и серой пряжи. Вязала крючком номер 3. Также понадобится 10 пуговиц, ну или какое-то украшение, если вы будете также украшать. Ну, на этом вроде бы все. Ну, а для начала давайте наберем 40 воздушных петель. Итак, после того, как мы набрали 40 воздушных петель, давайте отметим петли реглана. Отсчитываем петли планки сначала. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Седьмую отмечаем маркером. Далее 6 петель рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Седьмую отмечаем маркером. Далее 12 петель переда. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 13-ю отмечаем маркером. 6 петель рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 7-ю вставляем маркер. И у нас должно остаться 6 петель планки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вязать мы будем полустолбики с одним накидом. Вяжем воздушную петлю подъема и вяжем первый столбик в 3-ю петлю от крючка. 1, 2 и вот в 3-ю петлю. И вяжем до маркера. Убираем маркер и вяжем в петлю реглана 3 полустолбика с одним накидом. Среднюю петлю отмечаем, это петля реглана. Далее вяжем петли рукава. Довязали до маркера, убираем его и вяжем в петлю реглана 3 столбика, полустолбика с накидом. Среднюю петлю отмечаем маркером. И вяжем петли переда до маркера.
Довязали до маркера, убираем его и вяжем в эту петлю 3 полустолбика с накидом. И также среднюю петлю отмечаем. Дальше вяжем петли рукава. Довязали, маркер убираем и вяжем сюда 3 полустолбика с накидом. Среднюю петлю отметили. Теперь вяжем петли планки, но не довязывая 2 петель. Здесь мы будем делать убавку. Я сейчас объясню, зачем. 1, 2, 3, 4. Вот наши 2 петли. Делаем накид сначала в одну петлю, вставляем крючок, ввязываем петлю, делаем накид, и во вторую петлю вставляем крючок, уводим нить и провязываем все петли одновременно. Итак, для чего мы делаем убавки? Нам нужно, чтобы в петлях планки всегда оставалось по 6 столбиков. Так как мы вяжем реглан и у нас в каждом ряду прибавляется здесь по одному столбику, то в каждом ряду мы будем здесь делать убавку, чтобы число столбиков в планках оставалось неизменным. Итак, вяжем второй ряд. 1 петля подъема, разворачиваемся, делаем накид и вяжем не вот в эту первую петлю основания, а во вторую. Вязать мы будем за задние полупетли. Такая комбинация нам заменяет одну убавку. Вяжем до маркера. Четыре и 5. Убираем маркер и вяжем сюда 3 столбика, полустолбика с одним накидом. Отмечаем среднюю петлю и дальше вяжем также за задние стенки петли столбики, полустолбики с одним накидом до конца ряда. Маркер убираем, вяжем сюда 3 полустолбика с накидом. Отмечаем среднюю петлю, вяжем петли переда, давайте довяжем до последних 2 петель, не забывая в петли реглана провязывать по 3 полустолбика с накидом. Я довязала до последних 2 петель и делаю убавку. Вводим крючок за заднюю стенку петли, выводим нить, петлю.
делаем накид, и вот в этот последнюю петлю будем вводить крючок за обе стенки петли, чтобы здесь не вытягивалась эта полупетля и не было дырки. И провязываем все петли с крючка. Вяжем воздушную петлю подъема, переворачиваем вязание, делаем накид, эту петлю мы пропускаем и вяжем следующую полустолбик с накидом. 2, 3, 4, 5. Убираем маркер и вяжем 3 полустолбика с накидом. И вяжем до конца ряда, точнее не довязывая 2 петель. Итак, я довязала до последних 2 петель. Делаем убавку. Первую петлю мы вводим крючок за заднюю стенку петли, а вторую за обе стенки петли. И провязываем все петли с крючка. Вяжем воздушную петлю подъема. Смотрите, мы с вами провязали 3 ряда реглана. Нам нужно провязать таких еще 3. То есть реглан состоит из 6 рядов. Провяжите этих 3 ряда самостоятельно. Не забывайте в петлях реглана провязывать по 3 полустолбика с накидом и делать убавки в петлях планки. Итак, 6 рядов реглана у меня связано. Убавление и прибавление делать больше не будем. В следующем ряду мы будем формировать рукава. Вяжем 2 петли подъема. Они нам будут заменять 1 столбик. Разворачиваем вязание и вяжем полустолбики с одним накидом до нашего маркера, то есть до петли реглана. Довязали до петли реглана, маркер можно убирать, он нам не нужен больше. Вяжем полустолбик с накидом за обе стенки петли. Дальше соединяем, убираем этот тоже маркер, и также за обе стенки петли вяжем сюда полустолбик, вяжем 3 воздушных петли подреза и затем соединяем. Вяжем полустолбик с накидом за обе стенки петли. Дальше вяжем за задние стенки петли до следующего маркера. Довязали до следующего маркера, убираем его. Вяжем полустолбик с накидом за обе стенки петли. Далее 3 воздушные петли подреза. 1, 2, 3. Убираем тоже этот маркер и вяжем сюда полустолбик с накидом за обе стенки петли. И довязываем наш ряд до конца. Последний столбик я всегда буду вязать за обе стенки петли. Вяжем 2 воздушные петли подъема, разворачиваемся и вяжем
полустолбики с накидом до петель подреза. В петли подреза мы провязываем не под петли, а именно в сами петли, в саму цепочку провязывать. Все, и довязываем наш ряд до конца. Я довязала этот ряд. Не забывайте последний столбик вязать во вторую воздушную петлю подъема, так как этих две воздушные петли подъема заменяют нам столбик, полустолбик с накидом. После того, как мы провязали один ряд, после формирования рукавов, нам нужно связать еще таких 14 рядов поворотными рядами по полустолбику с одним накидом в каждую петлю основания. И так как я буду вязать комбинезон двухцветный, я сейчас провяжу еще 7 рядов серой пряжи, затем сменю на нить другого цвета и провяжу еще 7 рядов новой нитью. Провяжите этих 14 рядов самостоятельно. Итак, вот что у меня получилось на данном этапе. Это мы связали спинку. Теперь мы будем вязать перед нашего комбинезона. Так как у нас спинка состоит из 12 петель, для переда также набираем 12 воздушных петель. После того, как мы набрали 12 воздушных петель, вяжем 2 петли подъема и, начиная с 4 петли, вяжем полустолбики с накидом до конца ряда. Второй ряд вяжем 2 петли подъема, разворачиваем вязание и, начиная с этой же петли основания, вяжем за заднюю стенку петли полустолбики с накидом. Это мы сделали первую прибавку. Далее в каждую петлю вяжем по одному полустолбику. И в конце ряда нам нужно сделать также одну прибавку. Я довязала до конца ряда практически. Теперь во вторую воздушную петлю подъема вяжем 2 полустолбика с накидом. Это мы провязали первый ряд с прибавками из 6. То есть нам нужно провязать 6 рядов с прибавками. Вяжем 2 воздушные петли подъема, начинаем с этой же петли, вяжем полустолбик с накидом. Дальше вяжем дырочку под пуговицу, вяжем 1 воздушную петлю, далее пропускаем 1 петлю основания и в следующую вяжем полустолбик с накидом. Теперь вяжем ряд до последних 2 петель, в каждую петлю по полустолбику с накидом до последних 2 петель. Итак, у меня осталось 2 петли. Вяжем воздушную петлю, 1 петлю основания пропускаем и во вторую петлю подъема вяжем 2 полустолбика с накидом. Дырочки под пуговицы я буду вязать в каждом 4-м ряду. Сейчас мы провязали с вами 2 ряда с прибавками. Давайте провяжем еще 4 ряда с прибавками самостоятельно, не забывая в начале и в конце ряда вязать в одну петлю по 2 полустолбика с накидом. Итак, я провязала 6 рядов с прибавками.
Сейчас у меня 24 столбика. Далее 15 рядов нам нужно связать полустолбиками с накидом, без прибавок, без убавок. То есть это будет выглядеть вот так. Нам нужно связать эту же длину. Так, передняя часть у меня готова. Я провязала еще 14 рядов. Также я отметила центральные 4 петли переда и спинки. Теперь мы будем вязать ластовицу. Присоединяем нить. Присоединяю я за обе стенки петли. Вяжем 2 воздушные петли подъема. И дальше вяжем 4 полустолбика с накидом. То есть получается 3. 2 петли подъема заменяют нам 1 столбик. Провязали. Вяжем 2 воздушные петли подъема. И также вяжем 3 полустолбика с накидом. Так, неверно. Вяжем за задние полупетли. И таких рядов нам нужно провязать 6. 2 мы уже связали, 4 еще свяжите самостоятельно. Так, ластовица готова. Теперь нам нужно соединить переднюю часть и заднюю. Можно сшить, конечно, иголкой, можно крючком с помощью соединительных петель. Кладу на лицевую сторону. Лицевая сторона у меня там, где вот начало ряда, то есть начало столбиков. И вот таким образом я присоединю. Так. Да где же у меня нить-то? Я буду присоединять за обе стенки. Все. Нить отрезаю. Так, ну и вот что у нас получилось на данный момент. Теперь отметим 6 петель планок с этой и с этой стороны. И на передней части тоже. Можно даже скрепить, чтобы потом было проще соединять. Смотрите, я вот так вот отметила себе. Здесь 6 и здесь 6 петель. Присоединила их с помощью ниточек. Так как я буду вязать с изнаночной стороны, чтобы не нарушить узор, чтобы мне было легче ориентироваться. Выворачиваем. Сейчас мы на изнаночной стороне. Присоединяем нить где-нибудь в середине ластовицы. Вяжем 2 воздушные петли подъема. И в каждую петлю вяжем по одному полустолбику с накидом. Давайте довяжем до... Сюда в уголок тоже обязательно связать столбик. И довяжем с вами вот до вот этого момента. До соединения переда и спинки. Так вот по кругу. Так, я дошла до момента, где нам нужно соединить
переднюю и заднюю часть комбинезона соединять будем следующим образом. Вязать будем здесь, отхватывать 2 стенки петли, а на, получается, передней части только за заднюю стенку петли. И также вяжем полустолбиками с одним накидом. Так, вот задняя и здесь за обе стенки на задней части, а здесь за переднюю, за заднюю стенку петли. И довязываем ножку до начала ряда. Я довязала этот ряд. Присоединяемся во вторую воздушную петлю подъема. Дальше вяжем 2 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание и будем вязать в обратную сторону. Это для того, чтобы не нарушить рисунок. Сколько рядов ножек я провяжу, я еще пока не знаю. Я как свяжу, вернусь вам и скажу. Теперь вяжем просто полустолбиками с накидом в каждую петлю предыдущего ряда. Каждый ряд разворачиваемся и вяжем в обратную сторону. Так. Вот что у нас получается на данный момент. Итак, я довязала ножки. Общее количество рядов на ножках получилось 5. Связала сначала одну ножку, затем присоединилась также с изнаночной стороны ко второй стороне ластовицы и связала ее 5 кругов рядов второй ножки. Теперь давайте свяжем рукава. Здесь мы закончили на изнаночной стороне, видите? Тогда сейчас мы присоединимся к лицевой. Вязать будем также полустолбиками с одним накидом и точно так же поворотными рядами. Присоединяем нить, 2 воздушные петли подъема и вяжем 6 рядов полустолбиками с одним накидом. Так. Кончик сразу можете ввязывать в вязание. Так, здесь я подцеплюсь под петлю и дальше вяжем за задние полупетли. Да что ж такое? В общем, давайте свяжем 6 рядов рукавов самостоятельно. Не забывайте разворачиваться и вязать в обратном направлении, чтобы не нарушить узор. Присоединяем ряд ко второй воздушной петле подъема. Вяжем 2 воздушные петли подъема, разворачиваемся и вяжем в обратную сторону. Связать нужно 6 рядов. Так, я рукав довязала, теперь давайте свяжем манжеты. Присоединяемся, тут с лицевой стороны можно. Присоединяем нить, закрепляем и вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее вяжем одну петлю подъема и со второй воздушной петли
от крючка вяжем столбики без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Далее вяжем 2 соединительных столбика в следующие 2 петли. Первую провязываем, вот у нас следующая петля. В первую провязываем соединительный столбик и следом во вторую петлю провязываем соединительный столбик. Переворачиваем. И так как вот эти первые 2 петли у нас соединительные, мы в них, конечно же, не вяжем. Начинаем вязать с 3 петли за заднюю стенку столбики без накида. Раз, два, три, четыре, пять, 6 и седьмая — это у нас петля подъема. Не забывайте про нее. Считайте, чтобы у вас всегда было 7 столбиков. Далее вяжем воздушную петлю подъема, переворачиваем вязание и начиная с 3 петли от крючка также вяжем столбики без накида. Воздушная петля подъема заменяет нам 1 столбик. Раз, два, три, 4, 5 и 6. И седьмой — это воздушная петля подъема. И опять в следующую петлю мы вяжем соединительный столбик. И в следующую также вяжем соединительный столбик. Разворачиваемся и начиная с 3 петли вяжем столбики без накида. И так мы провяжем по всему рукаву. На ножках манжеты вяжутся точно так же. Это 6 и 7, вот она, воздушная петля. Так. И опять воздушная петля подъема. Здесь начинаем также с 3 петли. Раз, два, три, 4, 5, 6. И вяжем соединительные столбики в следующие 2 петли. Раз и два. Итак, вяжем по всему рукаву. В конце мы сошьем вот эти части. Свяжите так самостоятельно. Итак, я довязала полностью манжет. Я остановилась наверху. У меня здесь больше нету петель. Можно соединить с помощью иголки сшить. Я соединю просто соединительными петлями. Здесь за заднюю стенку петли, а здесь за полную, так как тут цепочка у нас была из воздушных петель. И соединю так до конца наш манжет. Скорее всего, наверное, лучше надо было сделать это с изнаночной стороны. Ну, так тоже нормально смотрится. Так,
Ну все, я нить отрезаю и выведу ее на заднюю, на изнаночную сторону и там закреплю. Свяжу между собой вот эти две ниточки. Все, наш рукав готов. На ножках я также сделала манжеты, таким же образом связала. Нам осталось связать капюшон и сделать обвязку. Итак, приступаем к капюшону. Я буду присоединять нить с изнаночной стороны. Вязать мы его будем, конечно, тоже полустолбиками с одним накидом. Так, вяжем 2 воздушные петли подъема, далее делаем накид, и в следующую петлю мы вяжем 2 полустолбика с одним накидом. В следующую петлю 1 столбик, в следующую 2. И так вяжем весь ряд с прибавками. Столбик, затем 2 столбика в одну петлю, 1, опять 2, и так до конца ряда. Так, я первый ряд довязала, вяжем 2 воздушные петли подъема, разворачиваемся и вяжем уже поворотными рядами по одному полустолбику с накидом в каждую петлю предыдущего ряда. Я приблизительно сначала свяжу 12 сантиметров, затем нам нужно будет сделать дырочки под ушки и провязать еще сколько-то рядов и сшить капюшон. Я сейчас вяжу приблизительно 12 сантиметров, скажу, сколько у меня получилось рядов, и я вернусь к вам. Свяжем дырочки под ушки. Итак, я связала высоту капюшон 15 рядов. У меня получилось почти 12 сантиметров. Теперь давайте отметим петли, где у нас будут отверстия под ушки. Здесь я с этой стороны уже отметила. И теперь давайте отметим здесь. Отсчитываем 8 петель. Не забываем, что вот эти 2 воздушные петли это как один столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В 9 вставляем маркер. Отсчитываем 8 петель дальше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в 9 вставляем маркер. Все, здесь у нас будут отверстия под ушки. Теперь вяжем ряд. Две воздушные петли подъема у меня уже связаны. И вяжем до первого маркера. Довязали до первого маркера, мы его можем убрать. И следующий столбик, там где был маркер, я провяжу за обе стенки петли. Вот так. Дальше набираем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вяжем также за обе стенки петли
там, где у нас маркер. И продолжаем вязать этот ряд до следующего маркера. Там также здесь провяжите за обе стенки петли столбик, наберите 8 воздушных петель. И здесь также за обе стенки петли начните вязать столбики и довяжите этот ряд до конца. После того, как свяжете этот ряд, следующий ряд вяжите, соответственно, точно так же. Но столбики, где у нас воздушные петли, вяжите прямо в них, в саму петлю, не под воздушные петли. После того, как я провяжу этот ряд, я свяжу еще приблизительно 5-6 рядов. В общем, как всегда, я потом вернусь и скажу, сколько я связала рядов еще вверх. Сшивать я буду капюшон соединительными петлями, так же, как сшивала манжеты. Вы можете сшить иголкой, тут кому как удобно. То есть, когда будет высота полностью готова, соединяем с изнаночной стороны и соединительными петлями я провяжу, соединю стенки капюшона. Ну что, мой капюшон готов. Я, как и говорила, после того, как мы сделали отверстие под ушки, я провязала еще 6 рядов в высоту, вывернула наизнанку и соединила части капюшона соединительными петлями. Все, капюшон готов, комбинезон в принципе тоже практически готов. Нам осталось сделать обвязку. Обвязку я буду делать здесь по задней части, переходя на капюшон и обратно, и на передней. Обвязку я буду делать столбиками без накидов. Снимать я это, конечно, на видео не буду. Я уверена, вы справитесь с этим самостоятельно, без меня. Сначала я присоединю здесь и столбиками без накида, вот так вот, с 3 сторон передней части провяжу. В уголочке я буду вязать по 2 столбика без накида. Здесь также присоединю нить салатового цвета и по спинке, по капюшону также сделаю обвязку. Затем я обязательно постираю комбинезон, проглажу его, пришью пуговицы. Ну, еще я хочу пришить эмблемку Handmade. Я надеюсь, вам понравился данный мастер-класс, комбинезон. Буду рада, если у вас тоже все получилось. Если еще не подписаны, подписывайтесь. И всем до встречи!